Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. И сегодня я хотела бы сделать мастер-класс по вязанию вот такого красивого. Просто прелесть прелестная, знаете, прям так и просится. Уж извините за тавтологию. Вот такой вот красивый джемпер встретила на просторах интернета и сразу загорелась связать, сделать мастер-класс. Очень понравился. Очень красивый, очень изящный, эстетичный джемперочек. Тем более на носу весна, лето, да, самый раз. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе будет выбор пряжи, спиц. Мы будем вязать с вами образец, определять плотность. Естественно, разберем схему, будет присутствовать выкройка на целых 6 размеров. И, как всегда, мои объяснения, мои расчеты. Что такое вертикальная плотность, буду вам рассказывать, как ее применять. В общем, девочки, нас ждет увлекательный урок. Кому интересно, оставайтесь со мной. А сейчас выбор пряжи. Итак, мои хорошие, я выбрала пряжу Alize Baby Wool для вязания этого джемпера. Очень нежная, мягкая пряжа турецкого производства. Сейчас я вам расскажу. Значит, в 50 грамм у меня 175 метров. И по составчику тоже. Сейчас я вас проинформирую. 40% шерсти, 40% акрила и 20% бамбука. Мягчайшая, очень мягчайшая пряжа. Хорошие скруточки. Вязать одно удовольствие. Не цепляется. Ничего. Гладенькая, хорошенькая. Ниточка. Цветовая гамма очень богатая. У данного вида пряжи выбрать можно разные цвета, да. Но я вот предлагаю вам вот такой розовый цвет, приятный, малиновый, я бы так даже сказала, да. У меня два раппорта в высоту связано в узоре и 2 раппорта в ширину. Спицы я использовала троечку. Для этой пряжи вот она тоненькая такая, приятная, хорошая. И как видите, вот так смотрится у нас узорчик. Вязать одно удовольствие. Реально, прям, девочки, очень понравилось. Мягкая, нежная. Так, прям на лето. Супер, на весну. Так, и давайте сейчас посмотрим схемочку. И, как всегда, мое описание на несколько размеров, мои расчеты, мои объяснения. Все по порядку. Схема узора выглядит вот таким образом. Очень простой узор, 12 петель раппорт, составляет высоту 28 рядов. Условные обозначения очень простые. Вяжем только лицевые ряды, в изнаночных рядах, как смотрят петельки, вяжем. Видите, какой легкий узорчик. И про условные обозначения хотела бы, да, заострить внимание. Смотрите, ну, кружок, как всегда, у нас это накид. Вот такой треугольничек. Будет у нас 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Пустая клеточка – это лицевая петля, а горизонтальная черточка – это изнаночная петля. Ну и, собственно, вот это кромочные показаны, они нас не интересуют. Теперь я хотела бы вам показать выкройку. Выкройка выглядит вот таким образом. Выкройка составлена мною на 6 размеров. Первый размер мы будем использовать 46-48. Затем будет идти размер 50-52 и разбор для 54-56 размера. Что касается маленького размерчика, девочки,
тоже могу вам дать рекомендацию. Предположим, 47 сантиметров понадобится ширина спинки и переда, да, и там тоже очень легко и просто петельки. Расчет сделайте, как у меня, и как я обычно делаю по аналогии. И будет у вас 7 раппортов использоваться, плюс 3 петли. Что за 3 петли дополнительных? Посмотрите мое описание, посмотрите мои объяснения, все поймете. Очень легко, очень легкий расклад здесь, девочки, очень попетельный, легкий расклад. Так, с этим все понятно. Далее, как всегда, описание мое. Вот оно здесь идет. Размеры я назвала, пряжу показала, состав пряжи показала. Спицы номер 3, круговые спицы тоже номер 3. Далее, плотность вязания определяем в процессе. Далее, общий расход пряжи понадобится около 450-550 грамм, в зависимости от размера. Я бы даже написала, знаете, 600 на большой размерчик, вот так. И попетельное описание будет под видео, заострять внимание на нем я сейчас не стану. Все вот эти раскладки, они все объясняются мною в конце видео, где мы вяжем образец узора, и потом я рассказываю все вот эти острые моменты, объясняю, как сделать скос рукава, почему, как расположить правильные узоры и так далее. Так, и давайте сейчас начнем с вами вязать узор, собственно. Это самое важное и интересное. Мы будем делать с вами 2 раппорта, плюс 1 петля для симметрии и 2 кромочные. Набираем для образца 27 петель. Вяжем первый ряд. Первую кромочную снимаем. Вяжем лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт также. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, изнаночная, лицевая петля для симметрии, которую мы добавляли, кромочную вяжем изнаночной. Все ряды изнаночные будут вязаться, как смотрят петли. Если кому это непонятно, объясняю. Смотрят петли. Смотрите, кромочную сняли, и вот на меня смотрит изнаночная. Значит, я вяжу изнаночную, да? На меня смотрит лицевая, я вяжу лицевая. То есть здесь можно вязать не по схеме, не задумываясь, а просто повторяя то, что мы видим. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Видим лицевую, вяжем лицевую. Третий ряд. Две лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Связали 1 раппорт, вяжем второй раппорт. 2 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Второй раппорт связали и 1 лицевая для симметрии. Кромочная, изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Пятый ряд. Вяжем. Значит, первый у нас идет лицевая. Делаем накид, лицевая. Затем идет изнаночная, лицевая, изнаночная. А сейчас будем 3 вместе лицевой вязать с выделением центральной петли.
Для этого я первую и вторую петельки меняю местами так, чтобы у меня первая оказалась за работой, а вторая перед работой. Вот так я их перекрестила и провязала 3 вместе лицевой. Далее вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид. Связали первый раппорт. Второй вяжем лицевая, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, накид и 1 лицевая для симметрии. Кромочную вяжем изнаночной. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. 7-й ряд вяжем. Начинаем 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая. Далее вяжем 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Также я первую и вторую меняю местами. У меня вторая поверх первой оказывается. И вяжу как 3 вместе лицевой. Правда, она у меня получилась скрещенная. Перевяжем. Вот так. Далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая. Связали первый раппорт. Вяжем второй раппорт. 2 лицевые, накид, лицевая, изнаночная, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Лицевая, изнаночная, лицевая, накид, лицевая и 1 лицевая для симметрии. 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. 9-й ряд вяжем 3 лицевые, 1, 2, 3, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид и еще 2 лицевые. Связали первый раппорт, вяжем второй раппорт. 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 1 лицевая для симметрии. Кромочная, изнаночная. 10-й ряд, как смотрят петли. 11-й ряд. Вяжем 4 лицевые, 1, 2, 3, 4, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 3 лицевые. Первый раппорт связали, вяжем второй раппорт. Снова 4 лицевые, накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 3 лицевые. И для симметрии 1 лицевая в конце, кромочная, изнаночная. 12 ряд вяжем, как смотрят петли. 13 ряд у нас вяжем 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. Второй раппорт вяжем опять 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. И вяжем для симметрии лицевую, кромочную, изнаночную.
15 ряд у нас все петли изнаночные. Все до одного. Все, вяжем. Я не буду, наверное, показывать этот ряд. Полностью все петли изнаночные вяжем. А в 16 ряду все петли будут лицевые. И сейчас, девочки, 17 ряд вяжем все петельки лицевые. 18 ряд изнаночный, все петельки изнаночные. Далее 19 ряд по схеме, снова все петельки лицевые. И 20 ряд все петельки изнаночные. И встречаемся с вами в 21 ряду. 21 ряд. Кромочный снимаем, 4 лицевые вяжем. 1, 2, 3, 4. Делаем накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Снова лицевая, накид и 3 лицевые. 1, 2, 3. Это был первый раппорт. Вяжем второй раппорт. Снова 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Накид, лицевая, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, лицевая, накид, 3 лицевые. 1, 2, 3. Второй раппорт связали. Вяжем одну лицевую для симметрии и кромочную вяжем изнаночной. 22 ряд вяжем, как смотрят петли. 23 ряд у нас. Вяжем с вами первый раппорт. 3 лицевые. 1, 2, 3. Накид. 2 лицевые. 3 петли вместе лицевой с выделением центральной петли. 2 лицевые. Накид, 2 лицевые. Связали. Вяжем второй раппорт. Снова 3 лицевые, накид, 2 лицевые, 3 вместе лицевой с выделением центральной петли, 2 лицевые, накид, 2 лицевые и 1 лицевая для симметрии. Кромочная, изнаночная. 25 ряд. Вяжем первая лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. Дальше идут 4 лицевые и накид. Связали первый раппорт. Второй вяжем опять лицевая, накид, 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с выделением центральной петли. 4 лицевые, накид. 4 лицевые, накид и 1 лицевая для симметрии. Кромочную вяжем изнаночной. 27 ряд вяжется полностью изнаночными петельками. То есть все вяжем, все вяжется изнаночным. Ну и соответственно 28 ряд будет полностью вязаться изнаночный ряд полностью лицевыми петельками. На этом наш раппорт узора закончится и начнется повтор с первого ряда. Делаем влажную тепловую обработку образца с помощью горячего пара. Растягиваем его хорошенько в разные стороны. Очень плохо у нас тут, видите, края загинаются, да? Сейчас мы их постараемся выпрямить. Аккуратненько.
Ну, края надо, конечно, выпрямлять. Они у нас будут тоже участвовать в расчете плотности. Так, и вот теперь наш образец сейчас полностью высохнет, приобретет тот самый вид, который он будет во время своего нормального состояния. Все, вот такой красивый узор. Пусть сохнет. И сейчас мы будем с вами делать измерения и расчеты. Нам надо померить ширину и высоту образца. Итак, прикладываем линеечку. Так, здесь вот у меня получается почти 14. Здесь чуть больше 14. Но он, видите, у нас край немного такой волнистый. Здесь вот тоже 14, чуть больше. Здесь 14. В общем, делаем 14 сантиметров, да, и считаем. Мы набирали 27 петель. Поделим на 14 сантиметров. Получится плотность 1,9. Запишем. 1 сантиметр равен 1,9 петли. То есть в 1 сантиметре умещается 1,9 петель. Так, и теперь делаем расчет вертикальной плотности. Для этого будем измерять высоту образца 18. 18, даже чуть больше. Но тоже волнистый край. Тут почти 18,5. 18,5, а здесь вот в центре 18. Хорошо, сделаем 18. И у меня 2 раппорта в высоту связано по 28 рядов. 28 умножить на 2. 56 рядов связано у меня в высоту. И делим на 18 сантиметров. У меня получается 3,1. Ну, давайте напишем 3. То есть в 1 сантиметре у меня умещается 3 ряда. Вот таким образом, с этими цифрами сейчас по выкройке будем составлять индивидуальное описание. Так, девочки, теперь что касается расчета. Давайте посмотрим выкройку. Вот такая у нас выкройка. Описание буду составлять на размеры 46-48. Первый размерчик, ширина спинки 51,5. Второй размер будет 50-52. Ширина спинки 57,5. И третий размер будет 54-56. Ширина спинки 62,5 сантиметра. И как всегда начинаем с того, что определяем, сколько петель набрать на спинку и перед. Да? 51,5 сантиметр умножить на нашу плотность по горизонтали 1,9. Получаем вот 98 петель. Такая грубая пока циферка. Я пишу 98. Следующее, значит, у нас идет с вами 57,5. Да? 57,5 умножить на 1,9 плотность. 109 петелек пишем. 109. Тоже такая грубая циферка пока. И 62,5 умножить на 1,9. Ну, 119 петелек. Так, и теперь нам надо распределить узорчики, девочки, на все эти размеры. Первый 98 петелек. Такая у нас черновая пока. Поделим на число петель в нашем раппорте. Это 12 число. Получаем 8 целых раппортов у нас умещается. Давайте это все, как я всегда это рисую. Вот таким образом представьте, что это наборный ряд, да, и у нас 8 раппортов по 12 петель располагаются. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Да? Наглядно. По 12 петель. Плюс 2 кромочные должны быть обязательно. И 1 петля, помните, мы вязали в узоре для симметрии с левой стороны. 1 лицевая.
Поэтому я пишу 1 кромочная справа, 1 кромочная слева, плюс 1 лицевая. Считаем, сколько всего петель получается. 12 петель на 8. Это будет 96 петель, да? Плюс 1 петля для симметрии и плюс 2 кромочные. Всего, девочки, будет 99 петель у нас участвовать на первый размер. Второй размер таким же образом рисуем. Смотрим. 109 петель, да? Такой у нас получился с вами. Давайте 109 поделим на 12. Получим 9 раппортов, да? Ну, я рисовать, не знаю, хотите, нарисую. Собственно, то же самое получается. 9 раппортов, да? Давайте напишем 9 умножить на 12. Это будет целых 108 петель. Плюс 1 петля для симметрии. Плюс 2 кромочные. Получается в итоге 111 петель. То есть не 109, девочки, будет, а 111 петель. Это уже у нас идет чистовой вариант. А здесь был 99 петель. Так, с этим определились, с набором. И в последний размер, третий, 62,5, да, и у нас с вами там получалось 119. Давайте 119 поделим на 12 петель число раппорт. Так, получаем 9,9. Ну, конечно же, нам надо, чтобы было 10, да, то есть 10 раппортов мы с вами... 10 раппортов это будет 120 петель, да, плюс 2 петли кромочные, плюс 1 для симметрии. Итого 123 петли. Вот такой у нас расклад получается. Не 119, а на 4 петли побольше. Но это не существенно. Это не очень много. Так, вот такой расклад по петельной, да. Теперь давайте определимся, сколько петель приходится на горловину, на плечо. Давайте. Значит, 21,5 сантиметра у нас горловина. Умножаем на 1,9 плотность. Получается, на горловину должно прийтись, тоже такая пока черновая циферка, 41 петля. Сейчас посмотрим, как у нас там с плечами будет получаться. Теперь глубина проймы у нас 6, 6,5 и 7 на разные размеры. Давайте 6 умножим на 1,9. Это будет 11 петель. Второй размер 6,5 на 1,9. Это будет 12 петель. Ну и 7 на 1,9. Это будет 13 петель. Так, это вырез проймы. Так, и давайте определимся теперь с плечами. Плечики наши считаем, да? Каким образом я это делаю? Методом вычитания. Смотрите, мы знаем первый размер. 99 петель отнимаем. У нас 2 проймы по 11 петель, да, то есть это отнимаем 22 петли. Правильно? Правильно. Отнимаем горловину, 41 петля, да? Правильно. Получается, на плечи приходится по 36 петель. У нас 2 плеча, их делим на 2, то есть по 18 петель, девочки. 18 петель. Так, отлично. Аналогично поступайте со вторым размером. 111 петель отнять. Пройма, глубина проймы 12,12, отнять 24, отнять вырез горловины 41 петля, получается 46 петель на плечи. Делим на 2, получаем 23 петли. На второй размер 23 петли на каждое плечо приходится. И следующий размер 123, да, 123. Также отнимаем пройма 26 петель, отнимаем вырез горловины 41 петля, получаем 56 петель, делим на 2 плеча, получаем на плечо 28 петель, будет приходиться на третий размер. 54, 56. Вот таким образом мы с вами распределили петли по спинке и по переду. К рукаву переходим. У рукавчика, смотрите, мои хорошие, значит, 22 у нас по первому размеру, 22 сантиметра по низу идет, умножить на 1,9 плотность, получаем
40, скажем так, надо, чтобы было нечетное число. Все-таки будет 41 петля. Так пока. Черновой вариант. Следующий размер 24 на 1,9 будет 45 петель. И на третий размер 24 на 1,9 будет 45 опять петель. Так, то же самое. Теперь по самому верху, то есть смотрите, перед тем как начать окат, у нас самая широкая часть рукава получается. Нам надо определиться с количеством петель здесь, в этой части. Для этого мы также с вами, вот у нас величина указана в сантиметрах, 36 на первый размер умножить на плотность 1,9. Получим, девочки, 68 петель. Надо, чтобы было нечетное число, поэтому будет 69 петелек. 39, следующий размер умножить на 1,9, будет 74, да? Ну, будет 75 петелек. И 43 умножить на 1,9, 81 оставим. 81 петля. Теперь нам необходимо с вами посчитать скос рукава. Скос вот этот. Здесь необходимо делать прибавки равномерные и одновременные и распределить их на равном расстоянии. Для этого мы применяем вертикальную плотность. Смотрите, вот у нас с вами до оката указана высота в сантиметрах 43 на маленький размер. Давайте 43 умножим на вертикальную плотность. Она у нас была, помните, мы определяли в 1 сантиметре 3 ряда. Умножим на 3. В ряды перевели. То есть 43 сантиметра, девочки, это будет 129 рядов. И теперь 129 рядов, смотрите, нам понадобится с вами узнать, сколько петель будет прибавляться на каждый из размеров. Для этого мы будем из большего числа 69 отнимать по низу, сколько петель, 41. Давайте. Значит, 69 отнять 41, получим 28. Петель надо всего прибавить. Справа и слева симметрично по 14 петель. То есть я делю на 2, да? То есть по 14 петель. И высота это будет 129 рядов. То есть мы сейчас с вами узнаем, через сколько рядов делать прибавки. 129 рядов поделим на 14 петель полученных. Это будет в каждом 9 ряду. Я пишу по 14 петель в каждом 9 ряду. Будем делать прибавки. Справа и слева одновременно по одной петле. Это понятно. Аналогично, я не буду загружать видео, вы посчитайте для других размеров, девочки, да? Все, доходите до оката, вот эти цифры у вас должны здесь быть в петлях. Делайте окат. Обычно по выкройке в натуральную величину он делается. Это будет более правильно и точно. Каждый раз заостряя внимание на вертикальной плотности. Зачем мы ее применяем? Чтобы изделие после стирки не вытянулось и не стало бесформенным. Да? Смотрите, вот у нас с вами от низа изделия до проймы 43 сантиметра. Да? Значит, обязательно эту цифру переводим в ряды. 43 сантиметра умножить на плотность по вертикали 3. Получим, девочки, 129 рядов. Обязательно это учитывайте. То есть, когда будете вязать, руководствуйтесь обязательно рядами. Да? То есть, вот вы связали от начала 129 рядов. Да? Здесь у вас началась глубина проймы вывязываться. Да? То есть, вы здесь будете закрывать петли для проймы. И обязательно придерживайтесь вот этих цифр. То есть, не сантиметрами измеряйте, а обязательно в рядах. Это очень легко сделать, например, пользуясь рапортами, да, показываю. Предположим, 129 рядов у вас вот на первый размер, а в рапорте у вас 28 рядов. Вы можете рапортами измерять. 129 поделите на число рядов в рапорте. Это 28. У вас получится 4 полных рапорта, да,
то есть 4 полных раппорта по 28, это будет 112 рядов, да, и из 129 отнять 112 и еще 17 рядов. Вот таким образом расклад получается, да. То есть вот 17 рядов связали, все, начали закрывать петли проймы. 4 раппорта полных, 17 рядов и закрываете петли проймы. Так тоже легко ориентироваться. А можно рядами считать. Так, ну и все, мои хорошие, собственно, вот что я вам хотела поведать, да, рассказать. В общем-то, на этом, наверное, мастер-класс достаточно. Я буду завершать. Все расчеты, которые я вам хотела, я вам рассказала, как это все делать. Конечно же, меняйте здесь размеры, ставьте свои индивидуальные. Рост у нас у всех разный, да, габариты разные, да, поэтому обязательно не доверяйте слепо выкройке, да, делайте свои индивидуальные расчеты на основе тех расчетов, которые я вам сейчас показала на примере, да. Вот. Ну а описание вот этих расчетов, которые я сделала, я, как всегда, выложу под видео для вашего удобства, для вашего пользования. Так, ну и все, мои хорошие, до новых встреч, на связи.